все приматы, включая Homo sapiens'ов, готовы жить в суровых условиях холода. Что уж говорить об обезьянах. Но наши сегодняшние гости приспособились к японским холодам. Кстати, знаете, чем приматы отличаются от обезьян? Приматы – это отряд млекопитающих, который включает в себя все виды обезьян, а также людей, лемуров, лори и долгопятов. То есть все обезьяны являются приматами, но не все приматы являются обезьянами. Итак, встречайте самую северную обезьянку японского макака. Японский макак, также известный как снежная обезьяна, вид обезьян из рода макак, обитающий преимущественно в Японии. Эти обезьяны примечательны своей способностью адаптироваться к холодному климату, что делает их одними из самых северных нечеловеческих приматов в мире. Японские макаки встречаются почти по всей территории Японии, от субтропических лесов на юге до холодных горных районов на севере. Они обитают в различных типах ландшафтов, включая леса, горные районы и области с вулканической активностью. Если рассматривать других макак в интернете, то наши сегодняшние гости сразу бросаются в глаза. Они заметно отличаются от других макак. Не габаритами. Нет, в них полметра роста и от 8 у самочек до 11 у самцов килограммов веса. Это средний результат для макак. Они привлекают внимание своей густой и плотной шерстью белого или желтоватого цвета, из которого торчат лишь пальцы и яркая красная мордочка. Шуба им нужна не для красоты. Она помогает выдерживать низкие температуры, вплоть до 20 градусов ниже нуля. Благодаря этой способности японские макаки – самые северные приматы планеты. Если забыть про человека, конечно. Они обитают в регионах, где снег лежит до 4 месяцев в году. Конечно, в Японии не минус 30, но зимой температура регулярно опускается ниже минус 5. А для большинства обезьян это уже жуть как холодно. Еще один способ согреться у японских макак – это термальные источники. Они используют эти естественные сауны для согревания в холодные зимние месяцы. Это поведение в основном наблюдается у популяции, живущей в районе Джигакудани в Японии. Исследования показали, что время, проведенное в горячих источниках, помогает не только побыть в тепле и наладить социальные связи, но и снизить уровень стресса у этих обезьян, что еще больше подчеркивает удивительную адаптивность и интеллект японских макак. Да, японские макаки не любят холода так же, как и мы. Уровень гормона стресса, кортизола, у них зимой повышается, но у тех, кто регулярно купается в теплой воде, он ниже на 20%. Обезьяны настолько кайфуют от процедур, что даже туристов не замечают во время процесса приема ванны. Кстати, эти обезьяны научились не только мыться сами, но и мыть еду. Макаки с острова Касима, например, моют бататы и зерно в море перед тем, как поесть. Особые гурманы обмакивают в море даже чистую еду, подсаливая ее, просто потому что так вкуснее. Сначала этому научилась самка по кличке Имо, а через год практически все обезьяны острова пользовались этим чудо-лайфхаком. Все это говорит о крайне незаурядных интеллектуальных способностях. А где развитый интеллект, там всегда появляются сложные социумы. Японские макаки известны своими сложными социальными структурами и поведением. Они живут в больших группах, которые могут насчитывать до нескольких сотен особей. В их обществах присутствует строгая иерархия, передающаяся по материнской линии. Быт макак вертится вокруг участия в общественных играх и постоянного определения иерархии внутри стаи. Каждый примат старается забраться повыше. Чем выше ты в иерархии, тем вкуснее твоя еда, лучше лежанка, и ты можешь проводить больше времени в горячих источниках. Но пути к получению признания сильно зависят от пола. Самки – ядро стаи. Они живут и умирают там, где родились. Такие группы называются матрилинейными. За годы существования внутри одной группы появляются кланы высокоранговых матрон, конкурирующих между собой. Но само продвижение по иерархии больше похоже на живую очередь. Самочки становятся ближе к вершине только по мере гибели вышестоящих. Правда, есть нюанс. Дочки занимают позицию сразу же за матерью. Поэтому дети, уважаемой мадам, будут располагаться выше взрослой обезьяны и среднего класса. А вот самцы всегда пробиваются с самых низов. По достижении совершеннолетия они покидают родную стаю, проводят некоторое время в одиночестве или в небольших мужских группах, и только потом прибиваются к смешанной компании. Их цель – добраться до вершины и стать альфа-самцом. Достичь верхушки можно несколькими способами. Кто-то ждет, пока его более возрастные конкуренты погибнут, кто-то полагается на дружбу
дружбу с уважаемыми самками, которые поддержат трудную минуту, а некоторые добиваются уважения силой и угрозами. Благодаря большой активности, физической силе и агрессии именно самцы возглавляют общество обезьян. Но у каждого правила есть исключение. В 2021 году 9-летняя самка по кличке Якей захватила власть в стае, а в ней было 667 обезьян. Вместо того, чтобы жить как обычная самка, амбициозная агрессивная дама решила пробраться на вершину пирамиды власти, несмотря ни на что. Сначала Якей избила свою маму и заняла ее место. Затем она избила 3 самцов, находящихся на вершине одного с другим. Последним оказался Нанчу, лидер стаи. Несмотря на превосходство в габаритах, он не смог оказать конкурентке серьезного сопротивления. Сказался возраст. Престарелому лидеру был 31 год. По меркам обезьян, он уже настоящий пенсионер. Оказавшись на вершине, Якей начала вести себя как самец, ходить с поднятым хвостом и трясти ветками деревьев. Вероятно, таким способом она укрепляла свою власть над обезьяней бандой. Самка смогла удержаться у власти даже в брачный сезон, когда мужчина обычно становится злее и наглее. Эпоха правления Якей – это единственный наблюдаемый случай, когда стаей макак руководила самочка. И он служит прекрасным подтверждением того, что японские макаки очень интеллектуальные и гибкие существа, способные как на обучение, так и на принятие неожиданных решений. Но несмотря на власть женщин, периоду любви, который, кстати, у японских макак длится с октября по декабрь, покорны все. Высокоранговые самцы обычно имеют лучший доступ к самочкам в период размножения. Период беременности у японских макак длится около 173 дней. Это примерно 5-6 месяцев. Обычно рождается один детеныш, хотя двойни встречаются, но редко. Рождение обычно происходит весной, что совпадает с периодом, когда доступ к пище становится проще, что облегчает уход за потомством. Самки японских макак тщательно ухаживают за своими детенышами, кормят их молоком и обучают необходимым навыкам для выживания в группе. Материнская забота является ключевым аспектом в развитии молодых макак, и детеныши остаются с матерью в течение нескольких лет. Детеныши японских макак активно учатся, наблюдая за поведениями взрослых членов группы, что включает в себя питание, уход за собой и социальное взаимодействие. Этот процесс обучения способствует передаче культурных особенностей и знаний внутри группы. Несмотря на то, что японские макаки не находятся под угрозой исчезновения, они подвергаются влиянию потери среды обитания и конфликтов с людьми, особенно в районах, где их естественное пространство пересекается с сельскохозяйственными землями. Изучение этих обезьян предоставляет ценную информацию о социальном поведении и адаптации приматов к различным условиям среды. А как вы думаете, влияет ли климат теплый или холодный на интеллект животных? Пишите в комментариях. Для тех, кто долгое время с нами, кто хочет поддержать развитие канала, может перейти на платформы Boosty и Patreon по ссылкам в описании. Там видео будет появляться раньше и без рекламы, а возможно и видео, которых не будет на платформе YouTube. Надеемся, что вы цените наш труд. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забываем ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео, и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!